Всем добрый день! Вы на канале Шитие Мое. И сегодня я хочу сшить для себя леггинсы и показать вам. Леггинсы мне нужны для того, чтобы заниматься стретчингом, чтобы было удобно, комфортно. Во-первых, ничего не стягивало и в то же время ничего не болталось. То есть они должны быть по фигуре. У меня сейчас в работе ткань Бифлекс жатка. Очень-очень эластичная ткань, могу даже продемонстрировать. Она, просто супер эластичная, наверное, растягивается раза в 3, но при этом легко восстанавливается. У меня кусочек, отрезок, не знаю, как его назвать, прям вот такой небольшой кусочек, размерами 80 на, тут даже, по-моему, нет метра, да, 98 у меня по длине. И если учесть, что, то есть убрать кромку, здесь получается 79, даже 80 нет, 79 по ширине, вот эта ширина. И из этого кусочка я буду шить для себя леггинсы, учитывая, что у меня обхват бедер 100 сантиметров. 100 сантиметров обхват бедер, а ширина моей ткани всего 80 сантиметров, да, 79. Итак, сложили пополам. Я не обрезаю кромочку, я просто сейчас вот так ее по кромочке совмещаю, ткань, и прокалываю булавочками, чтобы она у меня не скручивалась. То есть вот эти как раз булавочки на кромочке, они не будут мне мешать, и я буду четко видеть вот эту границу. Специально не обрезаю, потому что если я обрежу, если вдруг, я не знаю, как она будет себя вести, да, если вдруг она будет также скручиваться, то это мне будет мешать. А я сейчас просто проколю булавочками, вот так вот соединю ровненько-ровненько две кромки между собой и проведу вот так прямую линию и буду уже от нее начинать кроить, да, делать чертеж. Прямо на ткани будем мы с вами сегодня работать. Итак, сколола по краю, по кромке свою ткань, выровняла по линеечке и начинаем. Значит, верх смотрим, нам нужно выровнять верх. Я вот, наверное, вот так, он у меня вроде как ровный. Я сейчас его выровню, чтобы у меня оба среза были, опять же, по линеечке. Вот так. И начинаем. Для начала я все-таки отложу на резинку. У меня резинка будет 2 сантиметра, значит, я откладываю 4 сантиметра ровно. Так, вот здесь у меня все-таки маленькая погрешность, нужно будет ее срезать. Прям вылез кусочек такой. Вот так. Все. И отсюда я откладываю 4 сантиметра. Я думаю, не нужно здесь делать отрицательные прибавки. Дальше от этой метки вниз я откладываю ровно высоту сидения, то есть я тут ничего не прибавляю. У меня высота сидения 26,5 сантиметров. И провожу прямую линию. Вот она моя, получается, линия сидения. И теперь по ней мы будем рассчитывать, сколько отложить на переднюю половинку, сколько на заднюю, и сколько у нас получится на сами бедра. Вот это вот расстояние я должна уместить, то есть в это расстояние я должна уместить себя. Я беру калькулятор, в принципе, можно 100 сантиметров, можно не без калькулятора посчитать. Смотрите, у меня 100 сантиметров обхват бедер, да, самое широкое место 100 сантиметров. Я убираю 40%, 40. Можно убрать 30, если вы боитесь, можно даже 20-25, да, убрать от обхвата бедер. Можно сделать нулевые прибавки, но тогда у вас не получится в обтяжку ваши леггинсы. Значит, я убираю 40 сантиметров, у меня получается 60. Так, 60. И теперь от 60 я буду отталкиваться. То есть 60 сантиметров за минусом отрицательной прибавки, да, у меня получается обхват бедер. Для передней половинки я беру 1/20, то есть это 3 сантиметра, и откладываю от вот этой линии, которую я себе наметила, 3 сантиметра.
Конечно, хорошо бы мелочек потоньше, но вот у меня такой. Далее, половину того, что у меня получилось, то есть от 60 половина это 30. 30 сантиметров я откладываю вот сюда. И у меня получается точно вот так вот 6 сантиметров остается. То есть мои 100 сантиметров как раз сюда входят. Ну, конечно же, с отрицательными прибавками. То есть прям вот до сантиметра. Если бы буквально тут сантиметра не хватило, то я бы уже не вошла. Хотя можно было бы простить этот сантиметр, потому что ткань очень эластичная. В общем, вот она наша. Поднимаем ее вверх. Это задняя половинка. Так, неудобно рисовать мелочком. Я хочу, конечно, чтобы вам все было видно. Надеюсь, очень, что видно. И вот эту линию я тоже поднимаю вверх. Сейчас прорисую ее посильнее, чтобы вам было видно. Так, вот она моя линия, в которую я должна уместить свои бедра. Вот она, да, а это уже пойдет на ножки. Значит, заднюю половинку я просто скругляю. Переднюю половинку я просто скругляю. Сейчас я приблизительно скажу, сколько у меня по диагонали. Один уголочек и второй. Значит, по задней половинке 2,5. По передней, ну, что-то чуть меньше 2. Теперь по передней половинке мне нужно занизить по линии талии, да, занизить. Но, смотрите, предыдущие я для себя сшила одни пробные леггинсы, как раз из обычного бифлекса, по-моему, вот они у меня, да, вот они, я их приготовила, вот они. Они в обтяжку, но они не напряжно, то есть они прям свободненько на мне сидят, можно сказать, да. И что я поняла, что мне эти 5 сантиметров, которые мы обычно откладываем по переду вниз, мне маловато. Поэтому я хочу отложить больше. Я отложу 7 сантиметров. 7 сантиметров отложу вниз, но вам советую сделать 5, то есть 5 это стандарт. А при примерке вы вполне можете себе что-то где-то изменить. Прежде чем соединить, прорисовать линию талии, мне нужно вот здесь все-таки отложить 3 сантиметра. То есть здесь никакого я не даю, никакой разницы, как в стандартных брюках мы делаем 2,5-3 сантиметра. Ну, можно в принципе 2,5, наверное, да, вот так вот я все-таки 2,5 возьму. И соединю вот сюда, да, то есть как бы она у меня продляется до закругления, вот эта линия. Надеюсь, видно. Вот она. И теперь уже вот эту точку, так, все съезжает, все цепляет. Вот эту точку, где 2,5, я соединяю вот с точкой 7. Я соединяю по прямой, но здесь в любом случае будет острый угол, а здесь тупой. Здесь мне нужно, потому что мало места, да, мало места, то есть маленькое расстояние. Здесь мне нужно чуть-чуть вот так вот сделать по прямой, дальше уже я иду занижать, и здесь я тоже должна сделать по прямой, хотя бы пару сантиметров. Я надеюсь, видно. Сейчас я ее прорисую, вот эту вот линию, и по ней уже вот эту волну, да, буду вырезать. Вот так буду вырезать. Кстати, здесь можно продлить немножко и чуть-чуть добавить вот сюда от закругления, чуть-чуть. Выйти, как говорится, за пределы, да, то есть чтобы вот здесь был максимально прямой угол. Я надеюсь, понятно. Очень трудно рисовать. Теперь, что касается линии низа. То есть колено мы с вами во внимание вообще не берем. Неважно, какие у вас ножки, пухленькие, худенькие, неважно. Мы не берем во внимание линию колена, вообще вот эту часть. У нас есть вот и есть вот тут. И здесь я советую не делать прибавок вообще, ни плюс, ни минус. То есть, если, допустим, у меня обхват щиколотки 20 сантиметров, я ее могу такую оставить. Но могу и сделать прибавку на всякий случай, да, ну, сантиметра 2-3, да, для того, чтобы, во-первых, у меня еще на шов уйдет, несмотря на то, что ткань эластичная, но мало ли, может быть, вы не хотите внизу, чтобы она была в обтяжку, да. То есть, это как бы дело ваше. Я сделаю ровно 20 у меня сантиметров. Значит, во-первых, я нахожу середину, вот мои 30 сантиметров, куда я делаю мелок. Значит, 15 сантиметров это моя середина. Смотрим от сгиба, у меня получается 21. Так, проверяю. Сюда 19,
сюда 19. Так вот. Так, провожу прямую линию, это будет центр. Мне можно, в принципе, не проводить, а вот здесь вот провести внизу. Вот так. И от этого центра в одну и в другую сторону мы будем с вами уже прорисовывать ширину штанины, да, ширину голени. Значит, если я решила, что у меня будет 20 сантиметров, то есть без прибавок, без отрицательных и без положительных, значит, я делю пополам, 20 пополам это 10, к задней половинке 1 прибавляю, обычно я прибавляю 2 к стандартным брюкам, но это леггинсы, это намного уже, намного, то есть отличаются, да, здесь размеры, скажем так, поэтому я к задней половинке прибавлю 1, а от передней половинки отниму 1. Значит, я откладываю 11 для задней половинки и 9 для передней половинки. Проверяю. 20, ну у меня тут получилось 20 с хвостиком, 25 примерно, но я так и оставлю. Теперь я соединяю вот эти точки с линией сидения, да, вот они мои закругления, вот сюда я ее и соединяю. Просто по прямой. Так, постараюсь сейчас прорисовать, чтобы было видно вам, потому что, еще раз говорю, ткань очень эластичная, мягкая, и очень тяжело по ней прорисовывать линии. Видно, да? Надеюсь, вот она линия. И то же самое я делаю сюда, только вот к этой точке веду. Совершенно по прямой. Примерно 10 сантиметров откладываем сюда и на этом уровне измеряю. 36. Измеряю ножку в самом широком месте. 55. Но я думаю, что здесь заужать уже некуда, да? То есть я думаю, что так я и вырезаю. Прям вот как сейчас есть, так и вырезаю. Давайте еще раз повторим. Значит, я взяла общий обхват бедер, убрала 40%. Напоминаю, что если вы боитесь, вы можете отнять 30, 25, 20, можете даже 15, если вы не хотите сильно утягиваться. Ну и еще зависит, кстати, от ткани. Я уже сказала, что у меня бифлекс сжатка, и она очень-очень-очень хорошо эластичная и легко восстанавливается. Далее 40%, то есть... Да, за минусом 40% у меня получилось 60, 1/10 сюда, далее половину ровно без прибавок сюда и 1/20 сюда. То есть передняя половинка, центр и задняя половинка. Ну и что касается низа, я сказала, да, обхват щиколотки. Хотите, делайте прибавку, хотите, нет, но отрицательной прибавки здесь не должно быть. Все, я вырезаю. У меня тут по низу тоже. Кстати, что касается длины, у меня на мой размер длина не хватает. Но я очень надеюсь, что за счет того, что леггинсы, то есть ткань эластичная, надеюсь, что мне хватит, да, потому что вот здесь вот эти леггинсы я измеряла, то есть отмеряла ровно свою длину, и у меня еще хватило подгибки, то есть я имею в виду, что я там прибавляла, по-моему, 2 сантиметра на подгибку, но они мне так, ну вот здесь вот прям свободненько, то есть они вот прям здесь собираются, да, можно было сделать меньше, но у меня, к сожалению, смотрите, то есть по линии талии у меня... Ну, до щиколотки, да, давайте измерим до щиколотки, сколько у меня. Я потому что обычно до пола измеряла. Вот сейчас измерю до щиколотки. И у меня получается 98 как раз. А здесь у меня 96. Ну, то есть я надеюсь, что мне еще с подгибкой хватит, получится, да. То есть не будет маленьким. И здесь у меня еще неровный низ. Вот здесь вот одна половинка совсем... Ну, сантиметра, наверное, на 1,2 примерно. Вот так вот, не соответствует. Я сейчас ее срежу, выровню вниз. И уже можно вырезать леггинсы. Я не буду показывать процесс сшивания, я расскажу в 2 словах, как их сшивать. Ну, в принципе, сшивать точно так же, как обычные брюки. Ну, с учетом того, что это трикотаж. И жатка, я думаю, что сыпется. Если, допустим, бифлекс можно не обрабатывать, я думаю, жатка, вот я не знаю пока.
Не понимаю, пока не понимаю, нужно очки одеть и посмотреть более внимательно, будет она сыпаться или нет. По-моему, нет. То есть, если ее не нужно обрабатывать, так это вообще супер-пупер, отлично. И оверлок не нужен, экономия ниток. Так, я себе здесь с учетом вот этого сантиметра отрезаю. И здесь я чуть-чуть, смотрите, я сейчас вырежу и покажу вам, что получится. Делаю легкую волну. Обычно я этого не делаю. Вот так вот волна, видите? Обычно на обычных брюках я этого не делаю, потому что достаточно широко вот здесь, и она как бы незаметно, да, выкладывается. Так, здесь надо булавочки убрать. Незаметно, ровненько получается. Все классно здесь получается. Так, здесь, ладно, потом, если что, подровняю. Цепляется за ножницы ткань. Так, аккуратненько подворачиваю, подкладываю под себя, как мне удобно будет. И вот здесь уже по этой линии вырезаю заднюю половинку. Вот такие у меня получились узенькие половинки. Смотрите, как хорошо они тянутся. Я вот чего и добиваюсь, то есть я хочу, чтобы были брючки у меня упругие. Значит, смотрите, как обычно, мы, в принципе, можно, смотрите, можно соединить сейчас заднюю и переднюю половинки, вот эти вот. Обычно я так и делаю. Соединяю задний шов, передний шов, делаю в разворот и припуск накладываю на одну сторону и строчу зигзагом. Ну, я люблю прерывистым зигзагом, да, бельевым его называют еще, потому что он, ну, я думаю, что более удачный, скажем так, да. Можно сделать наоборот. Можно сначала соединить вот так вот эти швы внутренние, шаговые они называются, вот эти. Вот посмотрите, какая у меня будет ножка, да? Тоненькая. В принципе, почему нет? Нормальная ножка будет. Очень даже неплохая ножка. Я сюда 100% войду. Вот так. Можно соединить сначала вот эти швы, а потом уже соединять вот так, да? Вот так разворачиваем, соединяем одну половинку с другой. Вот так. Вот так. Но не забывайте, что вот этот шов лучше сделать как бы, то есть мы сначала строчим, я строчила обычно на оверлоке, сначала строчу, потом вот этот оверлочный шов я вот так накладываю на одну сторону и строчу вот здесь зигзагом. Тем самым мы с вами укрепляем шов, и он делается у нас плоским, то есть он никуда не впивается, никуда не врезается. Это как бы два плюса огромных, да, для вообще штанов. Итак, я иду сшивать свои штаны, но я, наверное, сначала по привычке сначала вот эти шовчики сделаю, потому что их таким образом удобнее делать плоскими, да, то есть дополнительная строчка делается удобнее, пока вот эти швы не соединены. У меня просто, почему я так заострила на этом внимание, у меня просто некоторые подписчики рассказывают, как правильно. Сначала сшивается шаговый шов, а потом уже вот эти вот задняя и передняя половинка. Но я объясняю, почему я делаю наоборот. То есть, может быть, по правилам делается так, а по моему опыту я делаю так. Все, я, в общем, сейчас сшиваю, сюда вставляю резинку, подшиваю и показываю на себе. Итак, я решила все-таки показать кусочек процесса, показать, как выглядят швы сразу после машинки, швы после ВТО, то есть вот этих фалточек не будет, они все припарятся. И смотрите, у меня только сшитые задние и передние половинки, срезы и шаговый шов, да. Я сразу сделала вот здесь
Сейчас расскажу, кстати, какими строчками. Сразу сделала здесь плоский шов. Обратите внимание, да, ничего не торчит. Значит, здесь у меня обработка сразу, сшивала и обрабатывала сразу строчкой на оверлоке. Далее эту строчку я вот так вот наложила на одну сторону и прошила широким. У меня максимальная ширина 5 сантиметров, но широкая строчка, но длина стежка 2 сантиметра. Можно сделать даже 1,5. То есть вот такая строчка, да. Что касается шагового шва, я, естественно, сшила на оверлоке и рядом прострочила строчку зигзаг шириной 2 сантиметра и длиной 2 сантиметра. Вот такую. И, кстати, при этом не забывайте растягивать ткань. Все равно, несмотря на то, что это оверлок, несмотря на то, что это зигзаг, то есть эластичная строчка, ткань необходимо растягивать. Иначе у вас полезет, как сказать, потрескаются швы, да. Что касается ВТО, это чуть позже. Сейчас я хочу, смотрите, сразу покажу, как я буду пришивать резинку. В этот раз резинку я буду пришивать не на оверлоке, а двойной иглой. Резинку на себе отмерила, закольцевала. Она, кстати, практически совпадает с моей талией. Вот видите, то есть мне теперь нужно ее просто равномерно приколоть. Булавочки стараемся ставить вот так, именно поперек. Почему? Потому что когда мы будем пришивать резиночку, мы будем натягивать, и булавочки могут просто повыскакивать. Именно вот, ну, у меня такое понятие, именно из-за этого. Далее я просто распределяю вот так равномерно нашу резиночку. Кстати, прикалываю я ее к изнаночной стороне, край резинки к срезу ткани, вот так, видите? И стараемся почаще булавочек натыкать. То есть, чем больше булавочек, тем будет лучше. Значит, для начала мне 4 булавочки хватит. Что я хочу сказать? Я буду пришивать не вот так, двойной иглой, а я буду вот так сразу подворачивать и строчить буду вот здесь. То есть, естественно, я буду с лицевой стороны строчить и на ощупь буду смотреть, где у меня там что. Поэтому, смотрите, мне нужно булавочку переколоть именно вот таким образом. То есть вот эти все 4 булавочки, ну, можно, конечно, вот сюда, да, на эту сторону, чтобы было видно булавочки и чтобы их потом можно было легко убирать, ну, чтобы не попали под лапку. Так, подворачиваю. Резиночку не обязательно прятать именно под срез, она хорошо потом спрячется под строчку. Так, опять же подворачиваю, смотрю, чтобы срез с краем резиночки совпадал. То есть ни в коем случае не выглядывала, да, резиночка. Она может не прятаться, но она не должна выглядывать. Так, то есть 4 булавочки. И я еще, так вот между булавочками еще сделаю булавочки. Прям вот между каждой вот этой булавочкой, потому что вот здесь по задней половинке, здесь неровно идет шов. То есть если попереду там более-менее, то по задней половинке он идет более такой неровный. Поэтому здесь нужно побольше булавочек. Ну или, знаете как, сначала можно булавочки натыкать, а потом можно и сметать. То есть это даже будет лучше. Все, если вы переживаете, волнуетесь, то сразу вот это все можно прометать, а потом уже прошивать двойной иглой, естественно, на лицевой стороне. И тут вы, когда будете шить, тут будет видно. То есть, потому что вот это вот уплотнение, оно здесь будет выглядывать. То есть, будет видно, где вам нужно строчить. Точно так же я буду строчить по низу, но уже тут у меня будет без резиночки. Так, сейчас ниточки уберу. Здесь я сделаю небольшой подворотик. Так, во-первых, вот этот вот уголочек, где у меня была верлочная строчка, я убираю. И примерно на расстоянии 1,5 сантиметра мне нужно сделать вот такую надсечку, чтобы не было утолщения. Я один припуск сюда, а второй припуск сюда. Но мне нужно понять, куда у меня тут. Так, у меня тут на эту сторону, поэтому сначала вот сюда, а этот сюда хвостик. Вот так подворачиваю, опять же вкалываю булавочки, делаю подворот одинаковый со всех сторон. То есть если 1,5 сантиметра, то и 1,5 везде. И также я проколю, допустим, 4 булавочки мне хватит, тут не такое большое расстояние.
И это только для того, чтобы нигде ничего не съехало, когда я буду подшивать. Шить я буду также по лицевой стороне. И уже после ВТО, то есть когда сейчас пришью резинки, сделаю ВТО, сделаю обработку низа, я уже покажу брючки, то есть леггинсы на себе. Подворотик делаю небольшой, только потому, что у меня очень мало ткани. И я очень надеюсь, что мне по размеру, то есть по длине они у меня подойдут. Если я, допустим, сейчас подверну, примерю, и если мне позволит вот эта вот растяжимость, я распорю, наверное, и сделаю побольше подгибку. Ну, то есть посмотрим сейчас. Итак, показываю на себе свои леггинсы. И, конечно же, я хочу показать со всех сторон. К сожалению, у меня фигура не идеальная, но все-таки я хочу показать леггинсы со всех сторон. И рассказать, естественно, свои ощущения. Очень комфортно мне в них. Я думаю, что будет удобно заниматься каким-то образом. Ну, то есть они прям, посмотрите, еще есть, тут еще есть очень такая достаточно свобода. Я имею в виду растяжение, да. И тут как бы тоже, да, еще есть свобода. То есть не настолько, обратите внимание, я 40% убрала от обхвата бедер, да, и насколько они кайфовые. Я, конечно же, буду их носить, буду заниматься в них стретчингом. У меня занятия проходят дома, и обычно я надеваю, у меня есть такие, знаете, можно сказать, они слегка в обтяжку, брючки цветные, но все-таки в них не очень комфортно, и у них оттягиваются коленки. А в этих, естественно, ничего такого не будет. Кстати, обратите внимание по длине. Они еще даже там как бы есть запасик. Можно, кстати, сейчас распороть. Я подгибку сделала на 1,5 сантиметра. Можно даже еще сделать, допустим, на 2,5, на 3 сантиметра. Будет нормально. То есть как бы длина, она тоже тянется. То есть длину ткань тоже тянется и очень даже комфортно. Вот так. И сейчас, кстати, для примера я покажу еще одни леггинсы и расскажу о них. То есть как бы для сравнения. Итак, вот они мои первые лосины, леггинсы, которые я из бифлекса я вообще первый раз шила леггинсы, поэтому я решила попробовать, да. Но смотрите, разница в ткани есть. Если вот эта ткань тянется, наверное, где-то в 3 раза, да, то тянется, а эта ткань, она не такая эластичная, то есть жатка, она эластичнее намного. Поэтому, если вы будете из обычного бифлекса шить, то убирайте не 40, допустим, а 20%. Можно 15%. Я, допустим, вот для этих леггинсов убрала 10% по обхвату бедер. Но переднюю и заднюю половинки я оставила как по стандарту. То есть это 1/20 и 1/10. То есть у меня 5 и 10. Я оставила, я там ничего не меняла. И здесь у меня по колену прибавка 0. И по низу я прибавила 7 сантиметров, 6 или 7, по-моему 7 сантиметров, но при этом у меня внутренний шов, он у меня получается здесь 1, внутренний шов получился 1,5 сантиметра. Я обработала, то есть я сшила на оверлоке и сделала закрепочную строчку зигзагом 2 на 2. То есть ширина и длина зигзага, да, и на ширину лапки как раз получилось 1,5 сантиметра. Вот, поэтому смотрите, ну как бы вот вы видите сами, да, здесь можно было бы еще убрать, но если, допустим, вы хотите для занятий, для спорта, да, а я, допустим, в этих брючках, в этих леггинсах уже сегодня гуляла с собачкой, в принципе, ничего смотрится, я не знаю, вот это вот сочетается или нет, похожий принт, но я думаю, что лучше сюда, наверное, какую-нибудь черную маечку. Кстати, до маечки я еще не дошла, маечку обязательно сошью. В общем, для вас я показала 2 примера, рассказала о ткани, какая, то есть вы должны понимать для себя, как, насколько она тянется, да, и тогда вы понимаете, сколько нужно отнять вот этих вот отрицательных прибавок, скажем так. Вот, поэтому, как говорится, вам решать, что вы будете для себя шить, вот такие
более свободные. Это будет бифлекс обычный или бифлекс жатка. Еще раз повторяю, жатка, она более растягивается. Кстати, смотрите, я сделала такие достаточно упругие, да, то есть у меня прям, ну, хорошо так поддерживает. То есть не зажимает, не сжимает, не дискомфорт у меня какой-то, но хорошо поддерживает. Вот. Я здесь сделала 40%, то есть 40% убрала от обхвата бедер. Но, повторяю, вы можете убрать 30%, можете убрать 20-25%. При желании, если вы хотите сделать их более узкими, да, более такими поддерживающими, скажем так, вы можете вполне потом просто сделать рядом строчку, допустим, либо срезать, да, лишнее. Вполне можно, это как бы не страшно. Ткань тянется и сюда. Обратите внимание, я не прибавила на свободу сюда, и мне комфортно села. И, кстати, вот эти 7 сантиметров, которые я опустила, здесь я опустила 5 сантиметров, и у меня как будто бы здесь лишнее, видите? То есть, ну, можно было пару сантиметров убрать сюда, а там я убрала 7 сантиметров, и очень даже комфортно. И это зависит от модели, это зависит от ткани. Именно когда трикотаж, то я убираю больше. То есть тут вам уже как бы для сравнения, да? Ну, в общем, на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Желаю всем классного весеннего настроения. Всем пока!